Привет, друзья! Сейчас вечерний обзор новостей Европы. В Германии малый и средний бизнес критически оценили курс федерального правительства Фридриха Мерца. Новые опросы показали снижение доверия предпринимателей к экономической политике кабинета канцлера Фридриха Мерца на фоне налоговой нагрузки, бюрократии и роста издержек. Эти сигналы обсудили и на европейском уровне, где Урсула фон дер Ляйен не раз подчеркивала значение делового климата Германии для всей экономики ЕС. Одновременно в Евросоюзе принято ключевое политическое решение по запуску цифрового евро. Проект, поддержанный Европейским центральным банком, Берлином и Еврокомиссией, рассматривается как шаг к финансовому суверенитету Европы, и эту позицию уже публично поддержали Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен. В Германии усилились ценовые факторы для потребителей. Крупнейшие производители шоколада предупреждают о скором повышении цен из-за дефицита какао и роста затрат. Одновременно Deutsche Bank признает, что проблемы с пунктуальностью поездов сохранятся и в 2026 году, несмотря на планы модернизации инфраструктуры. И еще одно важное решение на уровне ЕС. Одобрена государственная поддержка строительной атомной станции в Польше. В Брюсселе подчеркивают, что этот проект усиливает энергетическую безопасность Польши и влияет на весь европейский рынок. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии малый и средний бизнес, традиционная опора экономики, демонстрирует снижение доверия к федеральному правительству Фридриха Мерца. Новое исследование показывает, что доверие представителей среднего бизнеса к политике федеральной власти заметно снизилось, и многие предприниматели публично фиксируют неудовлетворенность текущим курсом. Согласно полученным данным, около 60% представителей малого и среднего бизнеса считают, что федеральное правительство не создает стабильных условий для развития бизнеса. Причиной этой оценки – это высокая налоговая нагрузка, сложность в административных процедурах и растущие затраты на энергию, персонал и логистику. Особенно резко позиции правительства воспринимаются в отраслях, которые зависят от глобальных цепочек поставок и экспортных рынков. Здесь каждая вторая компания заявляет о неопределенности экономического курса и о том, что текущая политика усложняет инвестиционные решения и долгосрочное планирование. Для канцлера Германии Фридриха Мерца эта тенденция является заметным политическим индикатором. Его правительство неоднократно обещало укреплять деловой климат и сокращать бюрократию, но многие представители бизнеса считают, что эти обещания не реализуются в полной мере. Именно это, по мнению участников опроса, уменьшает мотивацию инвестировать и расширять производство на территории Германии. Кроме того, на европейском уровне вопрос обсуждают и в Европейском Союзе. По мнению ряда аналитиков, укрепление делового климата Германии важно не только для национальной экономики, но и для общей конкурентоспособности всего ЕС. Такие темпы неоднократно поднимала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, когда говорила о необходимости повышать привлекательность Европы для инвестиций. Следующая новость – одна из самых важных для Европы. Европейский Союз близок к введению цифрового евро. Министры финансов стран Европейского Союза приняли ключевое решение по созданию цифровой валюты Digital Euro. Эта форма евро будет существовать наряду с наличными деньгами и банковскими счетами, но позволит гражданам и бизнесу совершать платежи в цифровой форме через специальное приложение или банковский интерфейс. Цифровой евро разработан Европейским центральным банком ЕЦБ и получил политическое одобрение от министров финансов. Он будет иметь статус законного платежного средства во всех странах Евросоюза, а его цель – это укрепить европейскую финансовую систему в условиях роста онлайн-платежей и конкуренции со стороны криптовалют и частных платежных сервисов. В будущем цифровой евро позволит проводить мгновенные платежи, снижать транзакционные издержки и повышать финансовую доступность для граждан и малого бизнеса. При этом пользователи по-прежнему смогут распоряжаться наличными евро. То есть цифровая валюта не заменит бумажные деньги, а станет дополнительным инструментом платежей. Для Германии это означает, что страна готовится к технологическому шагу в еврозоне. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже заявлял о важности цифровизации финансовой системы и о том, что цифровой евро может укрепить экономическую стабильность и конкурентоспособность Европы на международной арене. Решение также поддерживает и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая подчеркивала, что цифровое евро укрепляет суверенитет финансовой системы ЕС и создает новые возможности для инвестиций, особенно в сфере цифровой экономики и электронной коммерции. Следующий этап – это техническая доработка инфраструктуры и правовых механизмов, после чего цифровой евро может быть доступен частным пользователям в первых тестовых версиях уже в ближайшие годы.
Следующая новость связана с ценовой политикой. В Германии ведущие производители шоколада предупреждают о вероятном росте цен на кондитерские изделия. Глава компании Rittersport заявил, что из-за мирового дефицита какао и роста затрат на сырье и энергию цены на шоколад могут заметно измениться уже в ближайшие месяцы. По словам руководства, ситуация сложилась из-за неблагоприятных урожаев какао-бобов в крупнейших странах-производителях Африки, а также из-за удорожания транспортных и энергетических расходов. Это отражается на себестоимости шоколада, и компания не сможет удерживать прежние цены без потерь. Rittersport, это один из крупнейших брендов шоколада в Германии, прямо говорит, что рост цен неизбежен. Это станет дополнительным фактором изменения расходов домохозяйств, особенно в розничных сетях, где шоколад входит в список часто покупаемых продуктов. Для потребителей это означает, что даже базовые сорта шоколада могут подорожать на несколько процентов и более в зависимости от марки и региона. В отрасли отмечают, что конкуренты также готовят корректировку цен, и это не локальный феномен, а общая тенденция на рынке кондитерских изделий. Правительство Германии внимательно следит за ситуацией на продовольственных рынках. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявлял, что рост цен на пищевые продукты остается одной из ключевых экономических проблем, и федеральные органы будут поддерживать потребителей, чтобы снизить влияние роста цен на бюджеты семей. Но на этом события дня не заканчиваются. В Германии пассажирам поездов еще предстоит проявить терпение. Немецкие железные дороги Deutsche Bahn предупреждают, что в 2026 году ситуация с пунктуальностью и инфраструктурой не улучшится заметно, и массовые задержки поездов сохранятся. По прогнозам компании, проблему нельзя решить быстро, поскольку обновление путей, энергетические работы и техническая модернизация требуют времени. Причины сложности – это многолетняя недоинвестиция в инфраструктуру, дефицит квалифицированных рабочих, а также масштабные строительные проекты, которые продолжаются на крупнейших узлах сети. Все эти факторы влияют на графики движения. Даже в обычные дни доля поездов, прибывающих вовремя, остается ниже желаемого уровня. Пассажиры столкнутся с этим уже в следующем году. Deutsche Bahn прогнозирует сохранение текущих показателей задержек и отмен, несмотря на обещанное улучшение. Компания подчеркивает, что улучшения будут переходящими и постепенными, и в 2026 году оно пока не будет заметно в ежедневной практике миллионов поездок. Для Германии это означает, что обсуждение проблем в работе железных дорог сохранится, многие пассажиры продолжат отмечать неудобства, особенно на внутренних маршрутах между крупными и средними городами. Официальные представители отмечают, что это серьезный вызов для имиджа национальной транспортной сети. В политической сфере ответственность за ситуацию уже неоднократно обсуждал, и канцлер Германии Фридрих Мерц призывал ускорить модернизацию инфраструктуры, но признал, что эффекты подобных мер проявляются медленно. При этом в Брюсселе в рамках Европейского Союза под руководством председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен также обсуждают совместные проекты по улучшению транспортной сети, но они тоже требуют времени на реализацию. И в заключение еще одна новость. Европейский Союз одобрил государственную поддержку строительства атомной станции в Польше. Новый энергоблок будет работать на реакторе ЕПР французской компании Electricity de France, а Польша сможет получать государственные гарантии и финансирование для реализации этого проекта. Это решение важно, потому что Польша стремится снизить зависимость от углеродов и увеличить долю низкоуглеродной энергетики. Атомная станция обеспечит стабильные поставки электроэнергии и поможет стране выполнять климатические обязательства, а также укрепить энергосистему в регионе. Почему же это интересно Европе? Данное решение показывает, что ЕС готов поддержать проекты в области атомной энергетики, если они соответствуют правилам конкуренции и способствуют энергетической безопасности. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что проект является примером того, как страны могут использовать разные технологии для декарбонизации и независимости энергоснабжения. Этот проект не просто строительство станции, а стратегический шаг для Польши и ЕС, который влияет на цены на электроэнергию, устойчивость энергосетей и рабочие места в энергетическом секторе. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.